Друзья, всем привет! Сегодня у нас опять видос про гоночный болид. Партия из 4 рычагов уже засохла, застыла, укрепилась. И перед тем, как заряжать следующую партию, давайте мы все-таки посмотрим, что же здесь у нас получилось. Если честно, очень дико интересно. Я здесь уже, как видите, подготовился. Постелил пленочку и уже готовлюсь к следующему этапу. То есть я заряжу сейчас 4 следующих рычага на склейку, а эти уже буду до конца дообрабатывать. Наклеивать углеродное волокно вот здесь вокруг и укреплять окончательно рычаги. Как видите, нет никаких напряжений при съеме. Именно этого я и добивался. Чтобы у нас была идеальная, просто идеальная геометрия. Какая-то минимальная начальная прочность у нас имеется. Чуть-чуть даже изгибается миллиметров на 5. Но это не страшно, оно укрепится просто до титанической прочности. Давайте взвесим этот рычажок. Это верхний. Посмотрим, сколько он весит вместе с ШСами. Получается 450 грамм. Так что вот такая красота получается. Этот будет, естественно, потяжелее. Это нижний рычаг. Получается 600 грамм. Ну, собственно, тоже немного. Все, ребята, большая радость. Меня это все дело вполне устраивает. Так что сейчас заряжаю новую партию. Использую оставшиеся карбоновые трубочки и ШСы. И мы потихонечку будем переходить к следующему этапу. Я здесь пока что провожу кое-какие испытания. А именно испытываю композит, основанный на новой эпоксидке. То есть, я такой раньше пользовался. Но надо каждую партию перепроверять. И плюс, смотрите, натянул термоусадку. Нашел такую более-менее клеенчатую, которая, надеюсь, будет отлипать. Потому что обычная разноцветная, она не отлипает абсолютно. Но и здесь я одну просто прилепил, а вторую, ребята, я намазал снизу воском, который в распылителях, в аэрозолях. И вот видите, написано воск. Вот она должна, по идее, лучше отлипать. Правда, был один неприятный инцидент, что придется принять к сведению и иметь в виду. А именно, когда я термоусадку усаживал феном, я перегрел эпоксидку. И видите, она вот здесь подзакипела даже немножечко. А вот такие вот дела. Именно для этого и нужны эксперименты. Теперь я буду знать и буду греть ее гораздо меньше. То есть по-быстренькому раз-раз-раз, чик-чик-чик нагрел и все, хватит. Просто эпоксидка, как оказалось, очень быстро сохнущая, если ее хотя бы даже чуть-чуть подогреть. Сейчас досушу и буду снимать термоусадку, смотреть, как снимается. Вроде бы опытный образец уже полимеризовался. Давайте попробуем, друзья, будет ли отлипать такая термоусадка. С обычной у меня есть негативный опыт, она просто-напросто не отлипала совсем. Я, честно говоря, очень удивился. Давайте эту проверим. Плоховато, но отлипает. И это очень здорово, потому что можно термоусадить после того, как я намотаю. И поверхность будет более-менее красивая, гладенькая. И опять же выдавится лишняя эпоксидка. Это что касается без, так сказать, использования разделителя. Здесь есть разделитель в виде воска, который я напшикал. Попробуем, как здесь будет отлипать. Здесь должно еще лучше. Да, здесь получше. Слов нет. Все, супер, ребята. Смотрите, что получается. Офигеть. Даже учитывая то, что она здесь вскипела, все равно неплохая поверхность. Все, есть у нас технология, как мы будем двигаться дальше. То есть именно для этого и нужны такие эксперименты, вы же понимаете. А эпоксидка все та же самая, хорошая. Видите, даже перышки маленькие, они очень прочные. И пока вспомнил, друзья, несколько слов о разнородности материала. Вот сейчас мы будем наматывать сюда углеродное волокно. Это один материал. А внутри алюминий. Это другой материал. У алюминия коэффициент теплового расширения гораздо выше, чем у карбона. Поэтому, когда оно будет полимеризоваться, я не буду его выносить, так сказать, на тепло. Буду стараться, чтобы оно полимеризовалось в холодном виде. В относительно холодном. И потом, когда эта часть будет прогреваться, здесь даже будет уплотняться. То есть будет алюминий распирать и уплотняться карбончик.
Вот такая вот задумка. А если парамелизовать при большой температуре, то потом, когда оно остынет, алюминий сожмется, и внутри даже может отклеиться, остаться какая-то прослойка неприклеенная. В нашем случае ничего страшного, потому что есть гигантские бурты, которые не дадут просто не дадут выскочить рычагам. Вот. Ну, если бы это было критично, если бы я, например, чисто вклеивал, то есть и так делают, без всяких буртов, то тогда бы было критично и могло бы все это дело отклеиться и высыпаться. У меня же гипернадежность здесь и гиперзапас и по ШСам, да и по рычагам в принципе. Я планирую, что трубка будет на сжатие растяжения, получившееся, около 10 тонн выдерживать. Мне кажется, даже такой мощи не нужно. Ну, она будет. Решил термоусадку предварительно чутка усадить и сделать круглое сечение. То есть сейчас оно вот такое, насовывать довольно-таки сложно будет. Вот. А мне захотелось сделать, ребята, вот так. Смотрите, какая получается нереальная роскошь. Но такие трубки у меня начали получаться не сразу. Это уже такой один из последних вариантов. Трубочка очень кругленькая. Ну а первые у меня были вот такого плана. Смотрите, здесь появляются морщины, которые очень толстые и потом не разглаживаются. Но так как мне их нужно сделать очень много, я потихоньку совершенствовал технологию. И сейчас хочу поделиться с вами, естественно. А вдруг кому-то тоже придется это сделать и захочется предварительно усадить термоусадку. Для работы использую алюминиевый пруток. И изначально, когда у меня ничего не получалось толком, я просто ее вот сюда вставлял и грел горелочкой. Из-за этого образуются морщины. Чтобы этого не происходило, я герметизирую пакет. То есть сначала делаю заужение, потом герметизирую скотчем, а потом, друзья, герметизирую с другого конца. Вот что получается. И эта штука, она получается немножко надувается, она не прилипает к трубе. Из-за этого она не отдает тепло трубе, во-первых. Ну а во-вторых, есть некий объем воздуха, который как бы разглаживает всевозможные морщины. В принципе, уже достаточно. Ну, можно еще немножечко усадить термоусадку. Итак, термоусадочные трубки готовы. Можно приступать к раскрою карбончика. Я уже здесь подготовил. Лежит красавец. Ждет, когда начнут его резать. Правда, я потерял ножницы. Надо сейчас найти их и приступать. С первыми деталями почему-то всегда бывают какие-то траблы, поэтому возьму что попроще. Буду карбонизировать вот эту тягу, эту палочку. Вместо ШСов, чтобы их не загрязнять, поставил такое вот паразитное ухо. Это тоже ШС, только без самого шарового подшипника. Буду частично использовать однонаправленное углеродное волокно. В прошлый раз я делал 10 слоев разнонаправленного, и система выдержала 7 тонн. Ну а в данной конструкции будет 50 на 50. Будет и однонаправленная, и крест-накрест. То есть 75% волокна ляжет вдоль, а 25% будет поперек, то есть будет защищать от разлущивания. Не знаю, сколько тут у меня его, насколько его хватит. Ну, если не хватит, будем докупать. Что ж делать? Самая большая проблема, как бы так не затянуть с этими рычагами, потому что нужно будет сделать по факту где-то около 20 трубочек карбоновых. С соблюдением всего техпроцесса и чтобы не было брака абсолютно. Лентами буду скреплять по краям, то есть обматывать вот так. Одна такая лента дает примерно 10 оборотов вокруг. Вынул нитку, теперь можно аккуратненько разрезать. Планирую сразу намазывать ее эпоксидкой. Вот. То есть будем делать припрег. Кто там любитель припрегов, отзовитесь. Как вам такая новость? Просто эпоксидка при таких температурах густоватая и плохо долго пропитывает. Отлипает постоянно карбон, я уже пробовал. Вот два комплекта карбончика под 2 палки. Попробую сразу пропитать такой вот двойной бутерброд. Просто однонаправленный он не отклеится, если его отдельно пропитывать. Первый слой, самый такой важный.
сложный. Так, ну пока все хорошо идет, друзья. Пока все прям замечательно идет. Сейчас пойдет на расширение. Все плотненько. Здесь вроде ни пузырей, ничего не образовалось. Все прекрасно. Сейчас мы ее еще укрепим вот этими лентами. Вот так, аж эпоксидочка выдавливается. Ну а теперь мы попробуем насунуть трубу. Налезет ли она вообще? Что-то как-то тут я очень плотно все сделал. Блин, она что-то не хочет налазить, ребят. Да, слишком что-то все-таки маленький диаметр. Хотя вроде бы ничего там особо не смещается. Сейчас насунем и сделаем термоусаживание. Так-то технология вроде прикольная, но дюже стрёмно. Надо, чтобы карбончик не закипел. Очень горячо, ребят. Руками буквально охлаждаю, не жалею рук. Вот что у нас получается. Одну уже расчехлил даже. Вот такое получается качество карбончика. Здесь ничего не обрабатывал, здесь чисто из-под термоусадки. Ну а по концам немножко оттокарил. Благо есть возможность, потому что трубки цилиндрические. Вот эту вторую еще не расчехлял. Сейчас расчехлим, посмотрим, как она. Она должна быть более хорошего качества, потому что делалась вторая. Это, так сказать, как первый блин комом. Но он и есть комом, только не по прочности он пойдет в работу, а по эстетическому внешнему виду. Сами рычаги я уже тоже начал карбонизировать. Но пока еще не расчехлял, непонятно, делаю по другой технологии. То есть, все-таки не очень мне, честно говоря, нравится, что после термоусадки поверхность какая-то волнистая получается. И плюс вот этот дикий нагрев, мне одну даже пришлось очень сильно охлаждать под водой. Потому что, ребята, я боялся закипания. Закончились, блин, расходники, надо ехать в Леруашку затариваться. И вообще, ребят, дико быстро что-то начал уходить карбон. Ну, кто занимается такого рода деятельностью, знает, насколько много всего надо. Сколько надо тряпок, перчаток и прочих таких вещей. Вот так просто берем. Хлоп, и все готово. Вот такая поверхность. Очень гладкая, но волнистая. Даже, смотрите, фактически нет никаких пузырей, никаких бульбочек. Все в полном порядке. Уже не выглядит такой уж слабенькой эта деталь. А то все испереживали, что это я так вот трубочки понаклеивал на таком маленьком махоньком промежутке. Как же оно будет держаться? Да вот так, друзья, смотрите, здесь просто броня. И вес появился уже. Ну, пока не будем ничего никак испытывать, потому что, ребята, еще нужен как минимум месяц, чтобы до конца, ну как до конца, процентов на 95 полимеризовалась смола. Последние 5% они, грубо говоря, всю жизнь полимеризуются. Потому что чем более твердая смола, тем медленнее протекают в ней реакции. Я давно заметил, что, например, когда делаю что-то из ED20, то на следующий день она вроде бы твердая смола, ну либо композит, он вроде бы твердый, но он какой-то вот, знаете, непрочный абсолютно. Но зато когда разобьешь очередной самолетик и начинаешь эту смолу уже испытывать, которая долго продержалась, долго и под солнцем была, то мы уже сразу видим, что там все очень даже твердо и прочно. Видите, даже здесь без токарника никуда. Подожму центром и обработаю края. Трубочка получается вот такая кривенькая, но очень прочная. Давайте взвесим, сколько весит такая штучка. О, получается 195 грамм. Ну а готовая с ШСами весит 320 грамм. То есть еще 2 раза по 320 грамм у нас прибавилось к болиду. Ну что ж. Едем дальше, друзья.
Теперь, естественно, надо делать все остальные рычаги. Вот, смотрите, 2 я уже закарбонизировал, но, естественно, расчехлить мы их сейчас не сможем, потому что, ну, надо подождать сутки, ребят. Это один и вот второй, то есть это будет тот самый сложный нижний рычаг. Только заматывал я чуть-чуть по другим технологиям. Моей любимой изолентой, но что-то мне подсказывает, будет тоже не очень поверхность. Блин, что же делать, а? Через термоусадку поверхность гуляет, то есть диаметр то больше, то меньше, еще и в разные стороны гуляет. А если делать через изоленту, то поверхность тоже не сверх фантастики, она такая ребристая получается. Все еще пока в поиске лучшей технологии. Вообще лучше, если не спешить и дождаться полимеризации какой-то, чтобы оно уже было такое более-менее густое, а потом наматывать изоленту. Тогда получается хорошо. Сейчас я изоленту наматывал через пленку. При таком раскладе более равномерная должна быть поверхность. Вот эти вот выступы от изоленты должны быть менее ярко выраженные. Ну и самое главное, друзья, самому интересно, да и думаю вам тоже, увидеть, сколько будет весить самый тяжелый, то есть это самый тяжелый рычаг из всех, которые есть, в сборе. Ну и вот смотрим, его вес 1370 грамм. Еще снимутся пленки, ну а так все ШСы, вот, все на месте, даже болтик поставил. Ну вот такой вот вес самого тяжелого рычага. Думаю, самые легкие будут меньше килограмма весить. Я как-то закладывал в болид, чтобы все рычаги по 2 килограмма весили. Ну так, в среднем. А оказывается, будет гораздо меньше. Это очень круто, это очень приятно, друзья. Ну, как для меня. Работы, конечно, предстоит просто нереальное количество. Да я очень рад, что я сделал уже 2 рычага полноценных. Причем это самые сложные были. Но работы предстоит просто гигантское количество. Нужно еще минимум 3 полноценных дня карбонизировать, а потом еще и обрабатывать эти детали. 8 рычагов в итоге. Обкрутить карбоном нужно целых 18 трубок в 10 слоев. Уйдет просто нереальное количество вот этого вот замечательного материала, который я думал использовать в изготовлении седлушки, но похоже, что весь он уйдет на рычаги, друзья. Несколько килограмм карбона сюда пойдет, но после этого оно уже не будет таким хлипким казаться, как вам раньше казалось. Не совсем красиво сейчас в мастерской, стол не очень презентабельный, на полу везде все валяется, видите, все стоит на подхвате. И с этой стороны то же самое. Ну а здесь я карбонизирую вот в таких условиях. Это плата за скорость, за быстроту. Чтобы все было под рукой, быстро делать, ни на что не отвлекаться, ни на какие уборки. Хотя 2 ведра с мусором я уже вынес, и вот 3 уже начало наполняться. Так что, ребята, у меня на этом все. Кому было интересно и самое главное полезно, подписывайтесь на канал и поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. И обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочку на который я оставлю в описании.